приюте для бездомных животных. Эту больную старую кошку хотели усыпить, но бедняжку заметила и пожалела маленькая девочка, и ее жизнь полностью изменилась. В одно прекрасное весеннее утро Инга проснулась от нетерпеливого топота маленьких ножек по коридору. Ее маленькая дочка Сара уже несколько месяцев умоляла завести домашнее животное. Каждый день, наблюдая из окна за игривым золотистым ретривером соседей, девочка устраивала маме целый спектакль со слезами и истериками. Инга лишь отмахивалась, аргументируя тем, что дочь сама не справится с питомцем. Но на самом деле женщину останавливал страх, что ребенок случайно обидит животное, и питомец поцарапает ее драгоценную девочку. Однако в это утро Сара была как никогда настойчива, и в итоге Инга согласилась съездить в приют для бездомных животных и посмотреть на питомцев, которые там находятся. Через час мама с дочкой уже были на месте. Из клеток на них смотрели десятки собачьих глаз и миловидных кошачьих мордочек. Сара шла впереди, с любопытством оглядываясь по сторонам, но ни на чем особо не заостряя свое внимание. Неожиданно Сара резко остановилась у дальнего темного угла, где в одиночестве жалобно мяукала кошка. Когда Инга подошла поближе, то сильно удивилась, так как у сидевшей за решеткой старой кошки был очень жалкий вид. От бедняжки сильно пахло, будто ее не мыли уже несколько месяцев. Из пожелтевших от какой-то болезни глаз постоянно лились крупные слезы, а из носа кошки текли сопли. Инга тут же подумала о том, что она никогда в жизни не возьмет к себе домой это несчастное создание. Однако девочка повела себя совершенно непредсказуемым образом. Сара села прямо на пол возле клетки и протянула свою крохотную ладошку вовнутрь, к морде больного питомца. «Киска, иди ко мне, киска!» — приговаривала она своим звонким голоском. Питомец в ответ жалобно мяукнул и отпрянул в угол. Инга с замиранием сердца следила за происходящим, опасаясь, что довольно старая кошка может оказаться недовольной. Однако кошка даже не думала проявлять агрессию. Она лишь жалобно смотрела на людей, стоящих рядом с ее клеткой. Сара умудрилась дотянуться до кошки и погладила ее за ушком. Это явно понравилось питомцу, который, похоже, уже давно забыл, что такое любовь и ласка. Кошка легла на пол и с удовольствием позволила маленькой девочке гладить ее, а Сара при этом радостно посмеивалась. Эта картина тронула сердце не только Инги, но и сопровождающей их сотрудницы приюта, которая на мгновение задумалась, а затем решилась рассказать посетителям правду. Оказывается, эта кошка находилась в приюте уже в течение долгого времени, и никто не хотел забирать ее к себе домой из-за ее болезненного внешнего вида. Поэтому питомицу в скором времени ждала печальная участь, ее должны были усыпить, так как дополнительных средств на лечение питомца в бюджете приюта не было. Сара, несмотря на свой совсем юный возраст, словно поняла, что у кошки очень тяжелая судьба, и ей нужна помощь. Казалось, она чувствовала всю боль и страдания бедного создания. В эту минуту сердце Инги окончательно дрогнуло. Она обняла дочку и произнесла судьбоносные слова. «Не плачь, радость моя. Мы возьмем эту кошечку и обязательно ее вылечим». Сара тут же расплылась в счастливой улыбке, всем своим видом излучая безграничную благодарность. В тот момент Инга надеялась, что дочке быстро надоест эта грустная, больная кошка, и они вскоре вернут ее в приют. Но вышло все совершенно иначе. По приезду домой для кошки постарались создать максимально комфортные условия. Питомицы приготовили мягкий лежак с теплым пледом, достали из кладовки старые чистые тряпки и чашки для корма и воды. Сара с удовольствием помогала маме тщательно мыть кошку и даже придумала для нее красивое имя — Мира. Довольная кошка лишь жалобно мяукала и ловила каждое движение маленькой девочки,
преданным и полным благодарности взглядом. Первые дни в новом доме Мира вела себя очень тихо и везде следовала за своей маленькой хозяйкой, куда бы та ни пошла. Стоило Саре выйти из комнаты, как кошка тут же принималась жалобно мяукать и дрожать в ожидании ее возвращения. Казалось, малышка была ее единственной связью с новой жизнью, наполненной любовью и заботой. Через несколько дней семья повезла Миру в ветеринарную клинику. Сара наотрез отказалась оставаться дома, желая поддержать питомицу во время ее визита к ветеринару. После тщательного осмотра кошки-ветеринары даже провели небольшую операцию, а Сара с нетерпением ждала, когда же они, наконец, отдадут ее нового друга. Вскоре кошку вернули хозяевам вместе с лекарствами, необходимыми для ее полного выздоровления. Дома Инга и Сара строго выполняли все рекомендации ветеринаров, а девочка буквально не отходила от своей любимой питомицы, обязательно желая принимать участие в ее лечении. Прошло несколько недель, и от болезни Мира не осталось и следа. Теперь это была полностью здоровая, полная энергии кошка, которая просто обожала своих добрых хозяев, особенно маленькую Сару, которая спасла ей жизнь. Вскоре Инга решила, что Мира достаточно хорошо адаптировалась к новому дому, чтобы начать принимать участие в кошачьих мероприятиях. Они записались на курсы социализации, где Мира смогла не только закрепить свои успехи, но и подружиться с другими питомцами. Сара с гордостью наблюдала за своей умной кошкой, а Мира всегда искала взгляд своей маленькой хозяйки в толпе, словно ища ее поддержки и одобрения. Однажды, во время одной из прогулок, Сара заметила, что Мира особенно активно играет с одним котом в парке. Маленькая хозяйка быстро подружилась с его владельцем, и это знакомство переросло в новую традицию. Теперь они встречались каждые выходные для совместных прогулок. Так Мира нашла не только семью, но и верного друга. Инга часто задумывалась о том, как много всего произошло за этот год. С того самого дня, когда они с Сарой зашли в приют для бездомных животных, их жизнь сильно изменилась и наполнилась новыми красками. В доме теперь царили невероятный покой и умиротворение. Сара каждый день играла, смеялась и создавала вокруг себя атмосферу абсолютного счастья. А Мира, чутко ловя каждую нотку этой детской радости, становилась все более уверенной, ласковой и беззаветно преданной своей новой семье. Для Инги это было поистине бесценно. Видеть, как вокруг ее обожаемой дочки образовался идеальный круг взаимной любви и гармонии. Вот так может полностью измениться и преобразиться жизнь несчастного и забытого всеми животного, если ее наполнить заботой и любовью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.